Друзья, рада всех приветствовать на моем канале Свет Вышивки. Меня зовут Светлана. На календаре 28 января 2023 года. Согласно традиции, сложившейся на канале, мои видео состоят из двух частей – вышивальной и исторической. Тайм-коды всегда находятся в описании под видео, чтобы вы могли моментально оказаться на том участке видео, который вам более интересен. Сегодня в выпуске, сразу после анонса, в первой части видео вышивальной, я представлю вам результат недели. То есть вы увидите, насколько подросла вышиваемая мной картина и как она выглядит на канве. А во второй, исторической части видео, наш светский клуб любезно распахнет свои двери, чтобы мы вновь совершили свой загадочный экскурс по страницам истории. Сегодняшнее заседание, друзья, будет посвящено вечным скитальцам, знаменитым мистическим явлениям. Свидетельств существования явлений и событий, выходящих за рамки здравого смысла, множество. Пальму первенства держат призрачные люди. За ними идут призрачные животные. Не остаются в стороне дома, автомобили, самолеты. А можно увидеть и город-призрак, и даже пообщаться с его жителями. Так почему же не лететь из ниоткуда в никуда поездам-призракам? Поезд приближался к горному туннелю, когда стали происходить странные вещи. Все вдруг покрылось молочно-белым туманом, который, сгущаясь, превращался в вязкий кисель. Тем не менее, поезд вошел в туннель, но с другой стороны так и не появился. Что происходило далее, друзья, узнаем далее, как я говорила выше, во второй части видео. А пока, друзья, нас ждет вышивка. Итак, как вы уже знаете, на прошлой неделе состоялось открытие второго сезона Дзампиги. Да, так как я вышиваю, друзья, вторую картину этого великого итальянского художника Евгенио Эдуардо Дзампиги. Называется она «Ее первый урок». Схему для вышивки разработала компания Golden Kite. Размер схемы 400 на 529 стежков. В работе принимают участие 200 цветов, из которых 102 бленда. Как заявил разработчик, схема имеет 5-й уровень сложности из 7 возможных, с чем я пока полностью согласна. Вышиваю я крестиком в 2 сложения нити, ниточками ДМС длиною в 50 сантиметров. Да, я впервые перешла на такой размер. Обычно вышивала ниточками метровыми. Переменой довольна. Понравилось тем, что уменьшилась амплитуда взмаха крыла, то есть правой руки с иглой поверх работы. А также уменьшилось количество телодвижений левой руки с иглой с нижней стороны работы. А это, друзья, увеличивает скорость, но и увеличивает количество закрепок. Я в вышивке больших работ применяю микрозакрепку и микроузелок, при условии, что узелок будет завершающим элементом на данном участке прокола, и это место больше не будет потревожено иглой. Длина нити 50 сантиметров. Удобно как в работе с блендами, так и с солидами. Я достаю из органайзера не одну нить, как раньше, чтобы сложить ее пополам для закрепки петелькой, а 2 нити одного цвета, как в случае с блендами, и креплюсь уже исключительно микростежком. Друзья, этот размер нити почти как расстояние от кисти до локтя оказался удобен для меня. Я давно отметила, что укорачиваясь, ниточка в использовании становится проворнее и шустрее.
Но моя привычка и так далее удерживали меня от таких кардинальных перемен. И все-таки я решилась и пока не разочаровалась. Конечно, я не призываю вас резать все незамедлительно. Резать к чертовой матери! Но при желании можете и вы попробовать. Вышиваю я на Аиде 18-го аккаунта фирмы Цвайгард по электронному приложению Сага. Вот так моя работа выглядит сегодня. Как видите, мы находимся в верхнем левом углу картины. Да, и эту картину я разделила на части. Правда, не на 3, как предыдущую, а на 2. Мы видим ее границы по ширине. И теперь в этих пределах будем следовать вниз, пока не закончится первая часть. Затем перейдем на вторую. Уже отчетливо начал проявляться камин. Да, занимаюсь его укладкой уже вторую неделю. И это не предел, как я понимаю. Здесь меня при вышивке посетило странное чувство дежавю. Точно так же начиналась любимая мелодия, как многие из вас помнят тоже, с камина. Вышивается он легко, так как состоит в основном из больших участков, вышиваемых одним цветом. Попадаются, конечно, и единички, и в единичных случаях. Так, чтобы не особо я расслаблялась и помнила, что передо мной многоцветка. Камин состоит из многочисленных коричневых естественных оттенков с темными пятнами копоти. Камин старый, рабочий, проверенный временем. Вот и сейчас мы слышим тихий свист закипающего в камине чайника. Большим развлечением для меня на вышитых участках явился знакомый нам из предыдущего сезона всех оттенков горячего желто-оранжевого цвета кувшин. Мы видим его справа. Не иначе, как Джузеппе заходил в гости не с пустыми руками, навестить своего друга Джованни. Запах ароматного с хрустящей корочкой пирога с капустой, который испекла Мэгги, вмиг донесся до кончика носа нашего Джузеппе. И вот он с горшочком оливкового масла уже стоял на пороге. Как вы поняли, друзья, я начала вышивать героев, живущих по соседству с семьей Джузеппе из картины «Любимая мелодия». Они частенько захаживают друг к другу в гости. Дамы вместе рукодельничают, а их любимые развлекают их. Когда веселой музыкой, а когда тихой, неспешной беседой. Джузеппе часто бывает в городе, поэтому ему всегда есть чем удивить своих домашних и ближайших соседей. Этот теплый солнечный кувшинчик, видимо, полюбился и самому художнику. Мы можем наблюдать его, если не на всех, то на многих полотнах Зампиги. Полюбился он и мне, и курочки Хамели, помните? Она все так же от него и не отходит. Одним словом, работа мне нравится, результат устраивает, вышивается легко пока во всяком случае и с удовольствием. Теперь по традиции для любителей математики осталось озвучить результат в цифрах. Минуточку! Будь добры, помедленнее. Я записываю. На сегодня мною вышито 8,2% картины. В крестиках это составляет 17 359. За прошедшую неделю мне удалось вышить 10 тысяч крестиков. И до конца работы осталось еще 194 241 крестик. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. А теперь я приглашаю всех перейти ко второй части видео. Так что
настраиваемся на нужный лад и отправляемся в мистическое путешествие. Из ниоткуда в никуда на поезде. Свидетель существования явлений и событий, выходящих за рамки здравого смысла, множество. Пальму первенства держат призрачные люди, умирающие, умершие и живые. За ними идут призрачные животные, домашние, дикие или какие-то потусторонние. Не остаются в стороне дома, автомобили, самолеты и даже танки. А если повезет, то можно увидеть город-призрак и побродить по его мостовым. А некоторым даже удалось пообщаться с его жителями. Так почему же не лететь из ниоткуда в никуда поездам-призракам? Края терялись, таяли в воздухе, неясные и размытые. И вот на одном таком краю возникла голова поезда, допотопный локомотив с прожектором впереди и клочкастым шлейфом дыма над топкой. Паровоз выскочил на мост из ничего и потянул из этого ничего черные вагоны с площадками сзади и спереди, с неяркой цепочкой оконных огоньков. Это был не мираж. В земле отдавался дробный гул колес, прилетел запах угольной гари. Так писалось в книге «Голубятня на желтой поляне». Действительно ли встречался писатель с мистическим поездом, или это плод его фантазии, неизвестно. Но то, что составы, не обозначенные ни в одном расписании и сами не признающие никаких расписаний, время от времени появляются, факт довольно известный. Удивительные поезда целенаправленно куда-то стремятся, и остановить их невозможно. Отправной точкой служит 14 июля 1911 года. Именно тогда трехвагонный туристический состав покинул Римский вокзал. Этот рейс был устроен фирмой Сонетти для богатых итальянцев, дабы 106 пассажиров могли осмотреть достопримечательности, окружающие новый участок дороги. Поезд приближался к сверхдлинному по тому времени километровому горному туннелю Ломбардии, когда стали происходить странные вещи. По свидетельству двух пассажиров, которые в испуге соскочили на ходу, все вокруг покрылось молочно-белым туманом. По мере приближения к туннелю туман сгущался, превращаясь в вязкий кисель. Тем не менее, поезд вошел в туннель, но с другой стороны так и не появился. Паровоз и 3 вагона исчезли бесследно. Дурная слава об этом участке дороги вынудила руководство железной дороги отказаться от его эксплуатации. Туннель заложили камнями. Правда, в 40-х годах 20-го столетия мистический поезд вдруг обнаружился там, куда из Европы еще не проложены железнодорожные магистрали, в столице Мексики. В записках известного мексиканского психиатра Хосе Саксина есть сведения о том, как в Мехико появились 104 итальянца, и все они попали в психиатрическую больницу, так как утверждали, что прибыли в Мехико из Рима на поезде. Особого ажиотажа это событие тогда почему-то не вызвало, и уж тем более и никто не связал давно пропавший итальянский туристический поезд и точное количество оставшихся внутри него пассажиров с числом сошедших с ума. Есть мнение, что перемена континента римским поездом не единичный случай. В Северной Америке бытует легенда, согласно которой траурный поезд президента Авраама Линкольна по-прежнему блуждает по железнодорожным магистралям штата Нью-Йорк. Хотя со дня смерти президента прошло более 100 лет. Американский художник Майкл Рофф
попытался зарисовать это явление со слов нескольких очевидцев. На его рисунке изображен паровоз и все те же 3 вагона. Крайне загадочное событие произошло и в 1929 году на железнодорожном вокзале в Цюрихе. К платформе, от которой несколько минут назад отошел экспресс, прибыл состав из нескольких длинных синих вагонов и роскошного красно-черного паровоза, давшего громкий гудок. Дежурный по станции и машинист паровоза некоторое время с нескрываемым удивлением смотрели друг на друга. Дежурный недоумевал, что это за поезд и откуда он здесь взялся. Машинист, что это за станция и откуда она возникла на их пути. Наконец локомотив, испуская клубы дыма и пара, отошел от перрона, быстро набрав ход, и вскоре исчез из вида. Дежурный поспешил оповестить станции на пути следования неизвестного поезда, но, как оказалось, до ближайшей станции состав не дошел. Он словно растворился в воздухе. Подобные железнодорожные легенды можно услышать по всему миру. В зависимости от страны бытования в них может фигурировать поезд заброшенной секретной ставки Гитлера, Польша, состав, рухнувший в реку во время аварии на железнодорожном мосту, Румыния, санитарный поезд, попавший под бомбежку в конце Второй мировой войны в Германии, таинственный поезд из Коломбо и многие другие. Особенно громкие заявления на подобные темы принадлежат Черкашину, которого многие называют всего лишь удачливым мистификатором. Он написал несколько статей об исчезнувшем итальянском поезде, и одна из них называется «Череп Гоголя под Ла-Маншем». В ней рассказывал, что именно в том злополучном итальянском поезде ехал студент, брат которого, внучатый племянник Гоголя, вывез похищенный череп писателя, чтобы предать его земле в Италии. Зачем понадобилось юноше столь странный предмет в увеселительной поездке, неизвестно. Но именно он оказался в числе 2 счастливцев, успевших спрыгнуть с поезда. С тех пор череп Гоголя странствует по миру в поезде-призраке. По крайней мере, зафиксированы случаи его поезда неоднократного появления под Полтавой, на родине писателя, в районе полустанка Заваличи. А в 1940 году, в канун дня рождения Адольфа Гитлера, поезд-призрак появился на сверхсекретной однопутке, ведущей в ставку фюрера. Также поезд-привидения был замечен в железнодорожном туннеле под Ла-Маншем. Некоторые исследователи считают, что это хрономираж, который вполне может возникнуть в морозном воздухе. Но пока еще никто не слышал о мираже, который бы сопровождался звуковыми и сейсмическими сотрясения Земли эффектами. А тем более странным является то, что на нем можно уехать. Так, 25 сентября 1991 года председатель комиссии по изучению аномальных явлений подстерег загадочный поезд на переезде в селе Заваличи. Он прыгнул на подножку, и больше его никто не видел. Желающих продолжить исследование этого феномена пока не нашлось. Дежурная по переезду утверждает, что поезд с наглухо закрытыми шторами, открытыми дверцами и пустой кабиной машиниста на этот раз двигался абсолютно бесшумно, давя при этом разгуливающих по полотну кур. В шоке был и машинист товарного поезда, который 2 февраля 2002 года приближался к станции Плавни. Внезапно в каких-то 50 метрах возник состав явно довоенной постройки.
паровоз и 6-7 вагонов. Когда столкновение оказалось неизбежным, состав также таинственно исчез. И все же ученые пытаются хоть как-то объяснить появление мистического поезда в разных уголках Земли. Железные дороги, говорят они, густо и причудливо оплели континенты паутиной рельсов. И это, как всякое значительное преобразование пространства, повлекло за собой и временные аномалии. Сверхдлинные туннели, сверхглубокие шахты, сверхвысокие башни – все эти пространственные новообразования меняют, пусть и не очень ощутимо, движение времени. Сеть железных дорог, пожалуй, самое масштабное творение человечества. Металлическая сеть, покрывающая с той или иной плотностью наши континенты, бесспорно влияет на естественное геофизическое поле Земли, а значит и на ее хрональные процессы, то есть на ход времени. Известный специалист в области топологии пишет, что железнодорожная сеть не плоскостная, а сферическая. Она повторяет кривизну земного шара. А там, где плоскость переходит в сферу, там трехмерное пространство переходит в двухмерное и наоборот. То есть железнодорожная сеть есть граница сопряжения по меньшей мере двух, а по большей части нескольких пространств. Итальянскому же феномену находят еще одно объяснение. Незадолго до исчезновения римского поезда в Италии произошло мощное землетрясение с эпицентром в районе Мессины. Возможно, чудовищные трещины и провалы возникли не только в каменистой почве, но и в хрональном поле. Есть предположение, что там образовалась блуждающая хрональная дыра, которая и могла перенести поезд из нашего обычного трехмерного пространства в четырехмерное, где время, хрональное поле, помимо длительности, приобретает новую характеристику – глубину. Поэтому злосчастный состав, выпав из своего обычного векторного времени, стал свободно перемещаться из своего настоящего как в прошлое, так и в будущее. В заключение заметим, что, по мнению ряда ученых, явление поезда-призрака относится скорее к разряду топологических аномалий, нежели к банальной мистике. Пишите комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема была интересной. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Спасибо за просмотр, а на сегодня все. Пока-пока.